Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь, и сегодня я буду шить рождественского ангела. Для этого я взяла картон размером А4, свернула вот такой кулечек и закрепила скотчем. И донышко сделала, тоже прикрепила на скотч. Потом из бумаги я вырезала половинку этой детали. Видите, вот. Это у меня будет половинка выкройки, чтобы из ткани вырезать обтяжку, обтянуть пирамидку эту, кулечек. Вот, еще есть у меня вот такая примитивная выкройка, по ней я уже шила много игрушек разнообразных, и я ее немножко видоизменила. Я сделала вот такую кругленькую голову и шею немножко на расширение, и решила сделать чуть-чуть подлиннее ручку. Вот, видите, мне почему-то показалось, что руку нужно подлиннее. Потому что, когда я примеряла вот эту вот от прошлой выкройки, то мне она почему-то показалась маловатой. Но в итоге оказалось, что зря я прибавила длину. Она все-таки оказалась длинная. Ну, ничего. Все это опыт. Голова вот подходит нормально. Вот если бы мне пришлось еще сделать несколько штук ангелов, конечно, следующие были бы уже более гармоничные. Ну, а это первый. Так, для обтяжки туловища вот этого колпака я взяла красный трикотаж. Потом у меня будет еще аппликация в виде елочки. Я взяла фетр и вот такую вот блестящую ткань зеленую. И у меня есть вот такой декор с шишкой. Этот декор от коробочки конфет мне муж на Новый год дарил. Я, естественно, как истинная рукодельница, сразу это оторвала и подумала, что это мне обязательно пригодится. Ну, а для ручек с головой у меня есть вот такая бежевая ткань от юбки. Я буду ее использовать. Так, и теперь вот буду сейчас вырезать детальки. Так, вот эту деталь я сейчас сначала один разочек обведу мылом. И потом еще сделаю вот так вот рядышком приложу, как продолжение. И еще раз отчерчу. Все. И вырежу. У меня будет цельная деталька, которую я сошью вот одним швом и просто одену сверху на свой колпачок. Кстати, таким же способом я и рукава делала, только детальку сделала поменьше. Я уже на этом останавливаться не стала подробно. Я думаю, что ну, это не трудно. Вот. А донышко, вы видите, я сделала без припусков, но как бы хочу сказать, что с припуском было бы лучше. Тогда бы мне было бы легче все это сшивать между собой потайным стежком. Вот, видите, я здесь уже одела, все это у меня застрочено. Подложила внутрь синтепончик, вот, чтобы у меня поверхность была более ровная, чтобы через трикотаж у меня вот эти шероховатости не просвечивали. И вот смотрите, если бы у меня было донышко побольше, мне бы тогда было проще, более аккуратно все это соединить. Ну, хотя я зашивала через верх прям иголкой вручную. Ну, когда аккуратненько шьешь мелкими стежочками, это тоже смотрится очень-очень прилично. Поэтому ничего страшного, если, например, кто-то захочет повторить и будет так же делать, очень все хорошо смотрится. Но если кто-то принципиально там хочет потайным стежком, то тогда детальку вот эту вот донышко нужно с припуском выкроить. Так, ручки и голова. Видите, у меня ткань из юбки. Я принципиально стараюсь по возможности не покупать ничего лишнего. Мне нравится вот делать из того, что есть у меня дома под рукой. Вот. Так, я сначала, видите, перенесла все это
все детальки на ткань и потом прострочила и уже после вырезала. И сейчас я хочу показать вот как бы два варианта. Вот ручки, видите, одну я ручку не полностью застрачивала, у меня вот такое отверстие, через которое выворачивать, а на второй ручке я хочу показать, можно, например, полностью все застрочить и потом вот так вот сделать вот здесь отверстие. Я так, кстати, часто делаю. И через это отверстие ручку выворачиваем. Можно и так, и так. Ну, именно вот в моем варианте с ангелом, потому что все равно все это спрячется. Поэтому разницы нет. Можно и так сделать, и так. Вот. Такие вот я сделала рукава. Просто тоже такие же колпачки, только поменьше размер. Ничего там тоже сложного нет. Детальку вырезали в форме колокольчика и соединили боковые швы, и получился вот такой вот рукавчик. Вот, смотрите. Мне нравится, красиво. И вот так будет голова прикрепляться. Кстати, голова хоть и плоская, но вы посмотрите потом, как я все это буду потом оформлять. И она очень тоже будет смотреться гармонично, такой кругленькой головой сделается. Волосы решат эту проблему этой плоскости. Вот так я буду пришивать и ручки. Лишнее вот это вот я отрежу. И вот такая у меня уже будет почти готовая куколка. Там останется только сделать декор. Видите, все элементарно просто, примитив. Вот, пришила. Смотрите. Все держится отлично. И голова стоит. Все замечательно. Набита у меня голова и ручки синтепончиком. Вот здесь я закрою, где я пришивала вверху. Я покажу, что я буду делать. Так, но сначала я сошью елочку, аппликацию. Вот так вот сейчас вырежу здесь елку. Вот, смотрите. И вот так лицо к лицу сострочу деталь и через низ выверну. И вот у меня, посмотрите, какая елочка получилась. Блестящая, красивая. Я ее потом приклею. Вот так немножко наискосок, как я положила здесь. И приклею еще декор снизу. И посмотрите, как красиво будет. Кстати, вместо елочки можно сделать аппликацию свеча. Тоже будет красиво. Вот, а сверху, чтобы закрыть ручки, я выкроила вот такую деталь. И сейчас вот от этой ткани, от блестящей, там с краю идет просто сеточка. Я вот эту сеточку тоже пришью на этот фетр, чтобы смотрелось более празднично. Так, сейчас покажу. Немножко у меня тут камера ушла. Вот, смотрите. Видите, как блестит красиво воротничок. И в то же время не смотрится одинаково вместе с елкой, но как бы в одной цветовой гамме получилось. Так, сейчас я все приклею. Вот, смотрите, какая прелесть. Так, глазки я пришила, вот видите, просто пришила бусинки, бисеринки крупные. И ротик нитками обозначила. И вот возьму сейчас вот такой кусок шерсти. Кстати, жаль, вот у меня нету иголочки для валяния. Можно было бы свалять получше эту прическу, покудрявее, чтобы была. И можно было прям привалять к голове. Но у меня нет. Я просто взяла и пришила нитками эту шерсть. И у меня получилась вот такая вот красивая причесочка у моего ангела. И теперь осталось совсем немного. Последние штрихи. Я хочу добавить, у меня есть вот такие вот звездочки красненькие, красивые. Это такие пайетки. Но я их пришивать не буду. Смухлю я опять. Приклею на клей.
Так, крылышки от старой куклы. И вот из такой вот золотой веревочки я сделаю нимб. Сейчас я звездочки приклею. Одну на елочку. Вот так. На горячий клей приклеиваю. И 3 штучки я решила приклеить на воротничок. Как-то мне хочется побольше красоты. Вот. И крылышки. Если нет готовых крылышек, эту детальку, я думаю, несложно вырезать, сшить вот таким же способом, как я и елочку сделала. Вот и будут крылышки. И нимб из веревочки тоже на клей приклею. И никуда ничего у меня не денется. Вот мой ангел готов. Мой рождественский ангел. Мне нравится. Я довольна. Потому что, когда я начинала шить, я представляла, что я хочу, но получится или нет у меня такой вот хороший результат, я еще не знала. Но я осталась довольна. Я смотрю вот на эту куколку, да, которая сделана абсолютно примитивным способом, без всяких выкрутасов. И у меня на душе прям радость. Думаю, ну надо же, получился из ничего вот такой рождественский ангел. И причем, вы посмотрите, мне кажется, у него вид доброго, светлого ангела. Мне очень нравится. И вот эта аппликация, шишечка и крылышки, и не ошибешься. Сразу глянешь на эту куколку, и сразу всем понятно, что это рождественский ангел. А у меня на сегодня для вас все. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Всем желаю всего хорошего. Всем пока-пока. До новых встреч.